Загадка. Погибший турист. Инспектор Гудвин и сержант Фунт прибыли к туристической стоянке. В лесу на небольшой поляне стояла палатка, а рядом горел костер. Человек у палатки, увидев полицейских, подошел к ним и взволнованно сказал: «Это я вызвал полицию, меня зовут Джон. С моим коллегой Робертом произошла ужасная трагедия». «Пойдемте быстрее к палатке», – подавленно сказал Джон. «Роберта убили». Полицейские подошли к палатке. Инспектор Гудвин, внимательно рассматривая стоянку, сказал: «Джон, как можно подробнее расскажите, как погиб турист Роберт. Час назад мы с Робертом собрались выпить кофе и поставили наш кофейник на огонь», – начал рассказывать Джон. «Вдруг два человека с ружьями вышли из леса. Мы сначала приняли их за охотников, но они подошли к нам и сказали: руки вверх. Роберт, он всегда отличался большой храбростью, прыгнул на одного из незнакомцев, пытаясь выбить у него ружье, но другой сзади ударил его по голове камнем. Они связали нас и забрали все наши деньги и ценные вещи. Когда они ушли, мне удалось ослабить мои веревки, и я разрезал веревки Роберта, но он был уже мертв». В это время инспектор Гудвин обошел стоянку, внимательно разглядывая все детали обстановки у туристического лагеря. Тело Роберта лежало недалеко от костра. Рядом валялись несколько мотков веревки и окровавленный камень. Здесь же была перерезанная веревка, которой, очевидно, был связан Роберт. Два спальных мешка и два рюкзака лежали на земле. На большом плоском камне были расставлены приборы для двух человек: тарелки, вилки, чашки, ложки и ножи. Чашки были чистыми. Сержант Фунт осмотрел тело Роберта и сказал: «Турист Роберт умер около часа назад, скорее всего от удара по голове». Инспектор Гудвин раскурил свою трубку и задумался. Наступившую тишину нарушало лишь щебетание птиц и шипение кипящего кофе, выплескивающегося в огонь из носа кофейника. Через некоторое время инспектор нарушил тишину и жестко сказал: «Гражданин Джон, вы арестованы, а придуманная вами сцена убийства – ложь. В этой инсценировке ограбления вы допустили ошибку». Почему инспектор Гудвин заподозрил Джона? Ответ на загадку. Джон сказал, что перед нападением они с Робертом собирались выпить кофе и поставили чайник на огонь. С момента гибели Роберта прошел как минимум час, поэтому вода выкипела бы значительно ниже края носика кофейника. Следовательно, Джон поставил кофейник на огонь непосредственно перед тем, как к туристической стоянке прибыли сыщики.